Всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Это видео будет про покраску стен. А теперь обо всем по порядку. После того, как стены были пошпатлеваны и зачищены, я нанес грунтовку глубокого проникновения. Наносил при помощи аппарата для безвоздушного нанесения краски. Это самый быстрый способ. Так как мне еще предстояло много грязной работы, а именно укладка плитки и возведение перегородки из стекла и металла, я решил заклеить стены пленкой, для того чтобы максимально сохранить подготовленную поверхность. Для этого использовал быструю оклейку, пленку в рулоне сразу с клеящейся лентой. Работа прошла довольно-таки быстро. Все заклеил за 1 час. Первый этап. Нужно все убрать, вывести лишний инструмент, снять пленку со стен и пропылесосить пол. Второй этап. При помощи бокового света нужно просмотреть все стены в поисках дефектов, потому что в процессе тех работ, которые здесь проводились, возможно, что стены где-то пострадали. Если таковые имеются, стены нужно подшпатлевать. В этой работе испытаю лампу проявочного света Лосев, которую мне прислали для теста. В отличие от самодельных экземпляров, она очень компактная. На самой лампе есть кнопка включения. Луч света получается острый. Такая лампа очень хорошо просвечивает стену, но надо брать поправку, что если такой проявочный свет приложить к ровному стеклу, он все равно покажет бугры. И принимать работу с такой лампой нельзя, потому что можно забраковать любую стену. Лампу можно поставить на телескопический удлинитель к стене. В местах, где я что-то нахожу, я просто наклеиваю малярную ленту, чтобы не потерять дефект, который нужно исправить. Затем эти места, где я умудрился ударить стену, просто подмазываю шпатлевкой. Шпатлевку наношу с запасом, чтобы она не втягивалась. Для ускорения процесса высыхания можно использовать строительный фен. Главное не переборщить с температурой. После того, как высохла шпатлевка, все эти места почищаются наждачкой и загрунтовываются. Очень важный момент, каким способом я буду красить стены. Изначально я планировал красить все методом безвоздушного нанесения краски. Но здесь возникли нюансы. Во-первых, очень много всего находится в этой квартире. Во-вторых, не очень большая площадь. В-третьих, все надо заклеивать. Переклеивать нужно окна, заклеивать двери, соответственно, лучше заклеивать перегородку. Надо что-то стелить на пол и чем-то подклеивать потолок. Я бы все это сделал, но есть альтернатива. Можно все покрасить валиком. По времени, в принципе, что красить валиком, что красить аппаратом, получилось бы одинаково. С учетом того, что я бы день все заклеивал, все убирал, красил аппаратом бы примерно минут 30. Валиком получится покраска 1 день, но зато ничего не надо заклеивать и, в принципе, просто в сторону от одной стены отставил к другой и пошел красить. Вообще мне очень часто пишут по поводу покраски, что лучше, валик или безвоздушка. На 100% могу сказать, что если вы занимаетесь отделочными работами, то безвоздушка у вас должна быть, потому что она закрывает очень многие вопросы. Например,
Покраска потолка я использую только безвоздушку, потому что это очень удобно. Покраска стен я использую два метода, и безвоздушку, и валик. То есть эти два метода, они друг друга не исключают. Они могут друг друга дополнять, и это два разных способа покраски. Часто в комментариях задают вопрос по поводу, какую безвоздушку купить. Я для себя определился. Это Aztec 3200, самый оптимальный аппарат. У него есть промежуточный фильтр, электронный контроллер и керамический картридж. Для покраски сопла я использую граковские, зеленые. Для покраски стен 514 сопла использую. Принцип у меня такой: без разницы, что давит краску, главное, чтобы был хороший пистолет и хорошее сопло. Ну и, соответственно, не было пульсации. У этого аппарата пульсации нет. По валикам я использую валики Blue Dolphin. По качеству то же самое, что Wooster и Anza, возможно даже и лучше, по цене значительно дешевле. Шубки для краски идут Spinner и Killer. У Дельфина еще появился новый телескопический удлинитель. Похож на удочку, но выглядит очень круто. Вместо раскатки использую обычное квадратное ведро. Стены буду красить моющейся акриловой краской Alicolor. Это компания ABC Farben. Изначально я покупал эту краску для того, чтобы покрасить стены за радиаторами. Мне понравилось качество, и я решил не переплачивать. Покрасить этой краской всю квартиру. Это база А. Можно сделать компьютерную колеровку цвета. Для санузла я сделаю колеровку сам. Из белой краски сделаю серую при помощи черного колера. Перед покрасочными работами краску нужно разбавить. Она довольно-таки густая, поэтому смело можно разбавлять на 5%. Я обычно проверяю густоту краски таким образом, чтобы рисунок, стекающий с венчика краски, быстро рассасывался на поверхности. Еще немного можно разбавить, но главное не переборщить, так как сложно потом будет красить стены. Краска станет неукрывистой. Теперь можно приступать к покраске. Я начинаю красить с самых сложных стен, где много углов. В данном случае это стена, где окно. По периметру прохожу маленьким валиком и кисточкой, а основную площадь закатываю большим валиком. Наиболее сложные элементы в покраске – это углы и примыкания, так как легко сделать наслоение краски. Как вы видите, я использую боковой свет, так как лучше видно, как наносится краска. Примыкание окна и откоса я потом пройду силиконом, а сейчас просто крашу. Как вы уже заметили, в углах для того, чтобы краска не попадала на боковую стену, я использую широкий металлический шпатель. Это удобно, так как можно в любой момент переставить его в нужное место. На основную площадь я наношу краску при помощи телескопического удлинителя и широкого валика. Шубка стоит Spinner. Для того, чтобы не подхватить грязь снизу, я подкладываю полоску фанеры.
Самое главное – это равномерно раскатать краску, чтобы не было переходов. Так сказать, нужно держать мокрым хвост. Когда краска схватывается, остается переход, то есть маленькие бугорки. Таким образом я наношу первый слой краски на все стены в квартире. Там, где стык плитки и стены, а также стык с перегородкой, я заклеиваю примыкание лентой ПВХ, для того, чтобы не испачкать плитку и перегородку. Между слоями я валики не мою, просто заворачиваю в пленку, чтобы краска не схватилась. Так проще всего. Для того, чтобы убрать мелкий мусор, который образовался в процессе покраски первого слоя, прохожусь по стене наждачкой 240. Это старый прием, он позволяет сделать стену после покраски более гладкой. Важно понимать, что я не зачищаю стену, а просто сбиваю мусор. Это не занимает много времени, буквально 5 минут. И на качество покраски второго слоя никак не влияет, но зато стена получается гладкой. Второй слой краски наносится точно так же, как и первый, с промежутком в 6 часов. Но у меня по факту получилось на следующий день. Единственное, что краску, если нужно, уже можно сильно не разбавлять. Но я красил точно такой же консистенции, как и в первый раз. Стены я покрасил 2 раза, но показать, как красить на белой шпатлевке белой краской, очень сложно. Поэтому я решил взять макет и за 5 минут вам показать всю теорию покраски на макете, на куске гипсокартона. Сейчас на этом листе гипсокартона я вам покажу всю теорию покраски валиком. Представьте, что это стена. Для покраски я использую 2 валика, маленький и большой. Выключаю свет, чтобы было лучше видно. Красил я из такого вот квадратного ведра, очень удобно. Для масштаба, значит, представьте, что этот валик, это большой валик у меня. Большим я не буду красить, потому что я этот образец в 2 захода покрашу. А это у меня будет маленький валик. Так, значит, это у нас как будто большой валик, это маленький и, соответственно, кисточка. Ну, чтобы сохранить масштаб. Перед покраской стена грунтуется. У вас уже подготовленная стена, зашпатлевана, погрунтована, осталось только красить. Угол вверх и низ прокрашивается маленьким валиком или кисточкой. Если вы сначала прокрашиваете кисточкой, то обязательно потом нужно раскатать валиком, чтобы фактура была одинаковая. Потому что если оставить после кисточки просто, то останутся полоски. Видно. Контролируйте краску, которая попадает на соседнюю стену. Или подставляйте шпатель, или проклеивайте малярной лентой. Либо просто раскатывайте краску с угла. Потому что если вы сделаете накат вот такой вот от валика, ну вот он идет по боковой стене так, то эти сопли не застынут и так и останется. Поэтому надо все раскатывать. Углы проходятся маленьким валиком и кисточкой, потому что большой просто в угол не подлазит. Если взять большой валик, то он просто до потолка не достанет. А если и достанет, то вы просто сгребете всю грязь с потолка и с пола. Поэтому углы прокрашиваются. Дальше краска наносится основным валиком. Сначала краску можно нанести равномерно по стене, а затем полностью раскатать. Краска раскатывается полностью. Затем просто проводится в одном направлении, допустим, сверху вниз. И переходите дальше. Вот эти вот мусоринки, которые накатываются валиком, их лучше убирать. Но если они не убираются, потом после первого слоя надо пройтись наждачкой. Идем дальше. Раскатываем. Где-то наполовину валика заходим на предыдущий слой.
Потом проводим в одном направлении. Создаем одинаковую структуру от валика. Важно держать хвост мокрый. Вот я пока вам показывал, здесь краска подсохла, видите, какой след от валика остался. Какие могут быть ошибки? Ошибки — следы от валика. Если вы покрасили, ну вот, допустим, оставили переходы. Вот эти переходы, они когда застынут, это будет видно. Поэтому все переходы надо раскатать в ноль, чтобы структура была одинаковая. Вообще, все мастерство маляра заключается в том, чтобы краску равномерно нанести на стену. Без переходов. Как можно равномерней. Чтобы она была одинаковая. Поэтому важно держать мокрый хвост и не зевать. Если получается какой-то переходик, при боковом свете его видно. Вот. Если бокового света не будет, то вот этот переход вы просто не увидите. Поэтому надо ставить обязательно боковой свет, и при боковом свете вы все эти переходы будете видеть. В идеале это все подкрашивать, углы сразу, подкрасили чуть-чуть углы, сразу наносите основной слой, чтобы краска не высыхала. Потому что если вот ждать, то получается переход, видно. В идеале это нужно делать так: нанесли маленьким валиком краску снизу, сверху, и сразу все раскатываете основным. Раскатали и в одном направлении проводите. Не забывайте, что я вам показываю макет. На самом деле это у меня маленький валик, а это просто игрушечный. А большой лежит рядом. По инструкции на банке второй слой наносится через 6-8 часов. Нанесение второго слоя производится точно так же, как и первый. Единственное, что можно сделать, это легкую шлифовку мелкой наждачкой после первого слоя, когда высохла краска, чтобы убрать мелкие острые мусоринки. Еще один момент: когда краска свеженанесенная, она получается пятнами. Как только высыхает, пятна пропадают. Для покраски стенки в ванной комнате добавляю черный колер в белую краску. Мне нужно получить серый цвет. Результат можно посмотреть на таблице, напечатанной на упаковке. Если у вас под рукой нет венчика, то вместо него можно использовать шестигранник. Перемешиваю краску. На самом деле, стену ванной я красил чуть позже, уже после пола и потолка, но решил вставить это все в ролик про покраску. В течение рабочего дня нанес 3 слоя краски. В принципе, тут нет ничего особенного. Точно такая же покраска, как и стен в комнате. Единственное, краску немного заколеровали. А так выглядит полотенцесушитель. Полотенцесушитель покрасил серой эмалью. Смета на работу и материалы. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а также не забывайте нажимать на колокольчик. Желаю всем летнего настроения. До новых встреч!